Война. День 567. Ситуация на фронтах. После многочисленных прилетов украинских дронов по авиабазам РФ, российское командование таки озаботилось сохранностью своего парка авиации. Сейчас появляется все больше кадров, как на самолеты размещают покрышки, которые, по всей видимости, по мнению командования, должны защитить технику от дронов. Также появились кадры сооружения укрытия из металлоконструкций и сетки. Нечто подобное можно видеть на линии фронта для защиты артиллерии. Вероятно, это временные решения, и в дальнейшем мы увидим строительство капитальных ангаров по образцу стран НАТО. Сложно представить, что российские генералы удержатся от такой возможности попилить бюджет на строительстве. К слову, только от таких атак на аэродромы Россия потеряла по меньшей мере 24 самолета. Наиболее масштабная потеря случилась в Крыму в августе 2022 года, когда единоразово было потеряно 11 самолетов, 4 Су-30 и 7 Су-24. В свою очередь, август 2023 года стал самым горячим по количеству ударов глубоко в тылу. Так, в Пскове было уничтожено 4 транспортных самолета Ил-76, в Сольцах 2 Ту-22М3 и еще один самолет в Шайковке. Восток. Российские войска продолжают попытки наступать в направлении Купянска. Основные бои последние дни идут за высоту, которую удерживают украинцы возле села Новоегоровка. У россиян не получается ее занять, но у них еще имеются резервы. В районе Бахмута зафиксированы новые продвижения украинских войск на южном фланге, а именно в Клещеевке. На данный момент визуально подтверждается, что украинцы контролируют большую часть села, но вероятно, из оставшейся части российские войска были вытеснены. Если не произойдет их успешной контратаки, в ближайшем времени мы узнаем о полном контроле ЗСУ Клещеевки. Далее пришел в движение фронт в районе Авдеевки, где украинским войскам удалось потеснить россиян в Опытном. Украинцы предприняли быструю атаку малыми пехотными группами, отодвинув фронт на 2 километра, и вошли в село, за которое на данный момент продолжаются бои. Юг. Сегодня ночью была атакована российская военная база в Севастополе. Вероятнее всего, удар был нанесен с помощью ракет, и целью стал сухой док в Севастопольской бухте, в результате чего был поврежден очередной большой десантный корабль «Минск», а также подводная лодка «Ростов-на-Дону», которая является носителем крылатых ракет «Калибр». Также ранее украинская разведка опубликовала кадры своей операции по занятию газовых платформ в Черном море. Россия пыталась противодействовать этому с помощью авиации, но потерпела неудачу, в результате чего украинское ПВО поразило один истребитель Су-30. Украинским разведчикам удалось завладеть российским оборудованием на вышках и установить свои средства наблюдения. Это важное действие для дальнейшего вытеснения россиян с юга и контроля акватории. На фронте основные бои продолжаются на Мелитопольском направлении. Украинцы заняты стабилизацией и расширением образовавшегося клина, в то время как российское командование подтягивает резервы. Не исключено, что они хотят попытаться ударить в фланги наступающих украинских сил, дабы окружить или вынудить их отступить. Но россиянам тут могут помешать их собственные же минные поля. К тому же украинское командование также понимает угрозу глубокого и узкого клина. Для этого сейчас и происходит его расширение. Спасибо за просмотр, как всегда поддерживайте видео лайками, подпиской и комментарием. Также становитесь спонсором на YouTube и Patreon, ну и конечно же донатьте ЗСУ.